Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам о легендарном и самом знаменитом линкоре в истории Второй мировой войны – линкоре японского императорского флота «Ямато». Линкоры типа «Ямато» опоздали со своим появлением. К моменту их вступления в состав императорского военно-морского флота роль главного козыря в океанских сражениях стала медленно, но неуклонно переходить к еще недавно вызывавшим иронические усмешки авианосцам. Созданные колоссальными усилиями, сопоставимыми разве что с программой создания ядерного оружия или полета человека в космос, небольшого и не очень богатого государства, они не оправдали возложенных на них надежд и не помогли исполнению самых смелых амбиций. Путь к созданию суперлинкоров был долг и тернист. Сколько проектов, очень тщательно вычерченных на кульманах, стало просто еще одним рулоном бумаги в военном архиве. Еще в начале 20-х годов Япония, считавшая, что старые члены клуба великих держав держат ее в качестве не более чем прислуги у стола, за которым с аппетитом уплетался мировой пирог, решила менять имидж. Для этой цели мало было переодеться из традиционного кимоно в респектабельный фрак, это уже произошло в конце 19 века, после достопамятной революции Мэйдзи. Нужна была демонстрация силы, и силы морской, ведь не зря страну восходящего солнца считали Тихоокеанской Англией. В 1920 году японский парламент принимает внушительную судостроительную программу 8.8, согласно которой императорский флот должен был пополниться 8 новыми линкорами и стольким же количеством линейных крейсеров. Старожилам военно-морского Олимпа англичанам и недавно нахально подселившимся туда американцам было от чего заволноваться. Исполнение, даже частично, этих замыслов сильно нарушило бы равновесие и баланс сил в Тихоокеанском бассейне. Другой вопрос – потянула бы такой груз не слишком мускулистая японская экономика. Конечно, подобный размах и более развитое государство заставил бы крепко задуматься о соответствии желаний и возможностей. Но нельзя забывать, что японский народ, в отличие от западного на тот период истории, был весьма терпелив, трудолюбив и имел весьма ограниченные потребности. Как знать, тут могли бы пойти и на крайние меры, вплоть до карточной системы, но корабли, большую часть, все-таки достроили бы. Джентльмены с холодным взглядом профессиональных игроков тоже это понимали и учитывали, и поэтому дали полный ход такому явлению, как Международная Вашингтонская конференция. Вежливым невысоким людям в безукоризненных фраках любезно дали понять, что проблемы, с которыми начала сталкиваться экономика их островного государства, могут быть несколько усугублены. Все это, конечно, по-партнерски, кулуарно, под мелодичный перезвон кубиков льда в бокалах. Островитяне не были глупцами, они были знатоками истории, философии и поэзии, хранителями традиций и фамильных мечей. Они подписали договор. Япония фактически отказывалась от своих военно-морских притязаний, фактически признавая главенство Англии и США. Но учтивые улыбки и поклоны скрывали идеи и замыслы, которые были еще холоднее льда. 8.8 стало историей, лишь 2 корабля из этой программы, Нагата и Муцу, были достроены и вступили в строй. Акаги и Кага продолжили свою жизнь в качестве авианосцев. Ну и что, рассуждали в военно-морском штабе. У нас нет возможности обогнать белых варваров количественно, мы найдем в себе силы и умения превзойти их качественно. Надо отметить, что в представлении тогдашних японцев место проживания различных варваров начинались уже где-то за пределами собственных территориальных вод. Начались долгие конструктивные и проектные изыскания. Первый проект будущего корабля сформировал контр-адмирал Юдзуру Хирага. Перспективный линкор в чем-то напоминал первый плод Вашингтонского соглашения, британский Нельсон, но значительно более совершенные и вооруженные 410 миллиметровыми орудиями. В последующих проектах Хираги водоизмещение его детища плавно росло вверх, оставив позади лимит в 35 тысяч тонн. Дальнейшее развитие идея получила у другого автора, капитана первого ранга Кикуа Фудзимото, сменившего Хирагу на посту главного строителя флота. Именно у Фудзимото насчет калибра главной артиллерии прозвучали впечатляющие 460 мм. Последующие проекты этого конструктора поражали концентрацией вооружения и количеством стволов главного калибра. Один из вариантов даже предусматривал размещение на борту 12 самолетов. В конце концов, из-за опрокидывания спроектированного Фудзимото эсминца на карьеру главного строителя и по совместительству идеолога будущих суперлинкоров легла тень.
Не пережив неудач, 10 января 1934 года он скоропостижно скончался. Его дело продолжил и воплотил в металл контр-адмирал технической службы Кейдзи Фукуда. Именно ему выпала честь возглавить весь обширный комплекс исследовательских работ по будущим кораблям, чьи размеры будут впечатлять даже на чертежных досках. Весной 1934 года за проект взялись всерьез, это уже не был поиск концепции или идеи, это была ее огранка и шлифовка. Находившийся в отставке, но не потерявший вес и авторитет в военно-технических кругах, Хирага оказывал влияние на относительно молодого Фукуду и на весь ход дела. Постепенно линкор лишился всей экзотики, свойственной Фудзимото, и стал больше походить на классический. К 1937 году конструкторская мысль, прошедшая последовательно через 24 проектных варианта, опробованных на 50 масштабных моделях, была наконец близка к оформлению. Создание корабля изобиловало многими идеями, удачными и не очень. Так, на определенном этапе возникло решение оснастить линкор дизельными двигателями из-за их отличной экономичности. Однако с технической точки зрения это оказалось неосуществимым, японские двигатели подобной системы были еще более сырыми и недоведенными, чем немецкие. И после оценки ситуации благоразумно вернулись к турбинам. Тем не менее в конструкции присутствовал, например, новомодный тогда бульбообразный нос. В конце концов, после многочисленных доводок и исправлений, 20 июля 1936 года проектный вариант под индексом A140F5 был утвержден морским министерством. Строительство кораблей не стали откладывать в долгий ящик. 4 ноября 1937 года в сухом доке Куре официально заложили первый корабль серии, будущий Ямато. Место строительства пришлось модернизировать буквально на ходу. Док был углублен на метр, а грузоподъемность мостового крана довели до 100 тонн. Второй корабль серии, Мусаси, заложили на верфи корпорации Mitsubishi в Нагасаки 28 марта 1938 года. Для возведения линкоров таких огромных размеров требовался целый комплекс мер технического характера. Поскольку двумя единицами серия не ограничивалась, вторую пару собирались заложить в 1940 году, требовалась достаточно развитая инфраструктура по обслуживанию и ремонту кораблей такого водоизмещения. В дополнение к имеющимся 3 сухим докам – Куре, Нагасаки и Якосука – планировалось построить еще 3, способные принять 65-тысячные гиганты. Для транспортировок башен, барбетов и орудий главного калибра было построено специальное транспортное судно Касина, а для буксировки огромных корпусов – мощный буксир Сукуфу-Мару. Нет нужды говорить, что при строительстве кораблей предпринимались беспрецедентные меры секретности. Фотографии всех рабочих верфей были помещены в особые альбомы и тщательно сличались при входе и выходе. Сами корпуса Ямато и Мусаси были укрыты от посторонних взглядов сизалевыми циновками, грубое волокно из листьев агавы, использующееся для изготовления канатов, в огромных количествах, что вызвало дефицит этого материала во всей Японии, в первую очередь среди рыбаков, плетущих из него сети. 8 августа 1940 года в торжественной, но без лишней помпезности, обстановке Ямато был выведен из сухого дока. Фото и киносъемка корпуса не велись. После процедуры корабль был укрыт маскировочными сетями, и его достройка продолжалась уже на плаву. Такие меры безопасности дали свои плоды, хотя первые слухи о новых кораблях и стали известны за океаном уже в конце 1942 года, а представление о внешнем виде появилось после сражения у Лейти. Точные характеристики суперлинкоров в полном объеме американцам удалось получить только после окончания войны, когда Ямато, Мусаси и переделанный в авианосец Синана были уже давно потоплены. Комиссия подписала акт о приеме Ямато в состав флота 16 декабря 1941 года, но различные доделочные работы на нем велись еще более 5 месяцев, и окончательно боеготов он был лишь к 27 мая 1942 года. Вместе со своим сестершипом Мусаси он стал первым сразу в нескольких номинациях. Самый крупный линкор, самый крупный военный корабль и наибольший из построенных когда-либо кораблей. Полное водоизмещение этого гиганта достигало 72 тысяч тонн. Наибольшая длина составляла 266 метров, ширина – 38,9, осадка – 10,4 метра.
Суммарная мощность 4 турбозубчатых агрегатов при 12 котлах насчитывала 150 тысяч лошадиных сил и позволяла иметь максимальную скорость в 27 узлов. Вооружение Ямато состояло из 9 460 мм орудий в 3 башнях главного калибра, 12 155 мм орудий вспомогательного калибра в 4 башнях, 12 стволов 127 мм зенитной артиллерии. Корабль был защищен главным броневым поясом максимальной толщины в 410 мм, лоб башен был прикрыт 650 мм плитами, боевая рубка – 500 мм. Экипаж линкора насчитывал 2400 человек. Ямато имел много интересных конструктивных особенностей. Его верхняя палуба была не загромождена выходами вентиляционных шахт, большим количеством шлюпок и другого оборудования. Все это пришлось до предела минимизировать из-за чудовищного давления дульных газов, образующихся при выстрелах из 18-дюймовых орудий. Например, все вентиляторы лишь ненамного выступали над поверхностью палубы и были направлены в сторону от башен. Вместо обычно используемого в качестве палубного настила импортного тика использовался местный ресурс – японская сосна хиноки. Послевоенное тестирование американцами образцов броневой стали, примененной на Ямато, выявило ее большую по отношению к американским и английским хрупкость. Постепенное ухудшение отношений между бывшими лучшими союзниками, Японией и Англией, после Первой мировой войны негативно сказалось на японских технологиях изготовления корабельной брони. В течение всей войны зенитное вооружение линкоров постепенно увеличивалось за счет установки 25 мм зенитных автоматов тип 96, являвшихся по сути усовершенствованной версией французской системы фирмы Гочкис, которую японцы приобрели в начале 1930-х годов. На корабле эти автоматы размещались в одно- и трехствольных вариантах. На 1941 год они обеспечивали достаточно хорошую защиту от воздушных целей, однако уже к середине войны устарели. Летом 1943 года Ямато был оснащен радаром. Формально вступив в строй в декабре 1941 года, суперлинкор отправился не в бой, а во внутреннее море, проводя время в стоянии на якоре, до оборудования и артиллерийских учениях. Императорский флот пронесся смертоносным ураганом по просторам Тихого океана, железной метлой выметая немногочисленные силы союзников из самых укромных его уголков. 27 мая 1942 года очередная комиссия после детального осмотра посчитала линкор вполне боеготовым. В это время японские ВМС полным ходом готовились к проведению столь несчастливо закончившегося удара по атоллу Мидуэй. На Ямато разместился сам командующий Объединенным флотом Исороку Ямамото. Линейные корабли, в чьей группе шел и этот новейший корабль, исполняли роль силовой страховки на случай, если американцы рискнут своими немногочисленными тогда линкорами. Основные силы Первого флота, в которых находился Ямато, двигались на расстоянии почти 300 миль от ударного авианосного соединения адмирала Нагума и десантного отряда. С одной стороны, линкоры были в относительной безопасности, с другой, командующий фактически находился в 2 сутках пути от своих передовых сил. Еще загодя мощные радиостанции Ямато перехватили сообщение вражеской подводной лодки «Катлфиш», в которой сообщалось о возросшей активности японцев. Чуть позже штаб 6-го флота, японского, с атолла Кваджалейн передал данные радиоперехвата, согласно которым в 170 милях севернее Мидуэя действуют 2 американских соединения. Ямамото планировал передать эту тревожную информацию на авианосец Акаги, флагман Нагума, однако один из его офицеров отговорил адмирала, мотивируя тем, что это может нарушить радиомолчание. О том, что американцы давно читают японские шифры, и никакое радиомолчание уже не повлияет на ситуацию, в боевой рубке Ямато, да и нигде в императорском флоте, не догадывались. Итогом сражения за Мидуэй стало уничтожение 4 авианосцев и отказ от проведения десантной операции. В полночь 5 июня 1942 года японские линкоры легли на обратный курс, так и не сделав по противнику ни одного выстрела. Пробыв некоторое время в Японии, 12 августа 1942 года Ямато в составе эскадры кораблей и под флагом командующего отбыл на крупнейшую базу японского флота в центре Тихого океана, атолл Трук. Начиналась битва за Гуадалканал, и Ямамото хотел быть поближе к линии фронта.
Вокруг острова вулканического происхождения из архипелага Соломоновых островов закипели морские и воздушные сражения, которые велись с переменным успехом. Обе стороны кидали на весы войны все новые корабли, самолеты и войска. Японцы сэкономили, использовав только старые линейные крейсеры Хиэй и Киришима предпенсионного возраста. Встретившись в ночном бою с новейшими американскими Вашингтоном и Саут-Дакотой, ветераны были сильно повреждены и впоследствии затонули. Новейший Ямато и присоединившийся к нему в начале 1943 года Мусаси продолжали невозмутимо стоять на якоре внутри огромной лагуны Трук, вдалеке от разразившихся на юге страстей и льющейся крови. В мае Ямато отбыл в Японию для проведения модернизации и ремонта. Побывав в сухом доке Якосуки последовательно 2 раза, в мае и июле, линкор получил радиолокатор тип 21. На нем увеличили количество 25 миллиметровых зенитных автоматов, провели профилактику энергетической установки. Выйдя из дока, линкор почти месяц проводил плановую боевую подготовку, после чего отбыл к своему прежнему месту базирования, атоллу Трук. Пользуясь оказией, японское командование поручило новому кораблю перевести предметы снабжения и пополнения для персонала базы японского Сингапура. Экипаж был весьма недоволен, что огромный боевой корабль постоянно используется не по делу, то как плавучий штаб, то как обычный войсковой транспорт. Прибыв на Трук, Ямато вновь занял место на якорной стоянке. Пару раз он выходил в море в составе эскадры в связи с возможными атаками островов Иневеток и Уэйк, однако оба раза безрезультатно. В декабре 1943 года линкору не нашли лучшего применения, как сопровождать конвой в Японию, хотя в глубине японского оборонного периметра основная угроза пока что исходила от все более увеличивающегося количества подводных лодок. 12 декабря Ямато в составе конвоя покинул Трук. Благополучно прибыв в Якосуку, он через некоторое время взял на борт пехотный полк и отправился обратно. По плану маршрут линкора, употреблявшегося фактически как быстроходный бронированный войсковой транспорт, под эскортом 2 эсминцев должен был пролегать через Трук к островам Адмиралтейства с попутной остановкой в Кавиенге, Новая Ирландия. Однако так уж случилось, что 25 декабря 1943 года северо-восточнее Трука эскадра попала на экран радара, патрулировавшей в этом районе подводной лодки «Скейт». Радиоперехват позволил американцам заранее известить командира субмарины о приближающихся кораблях противника. Шедший для перестраховки противолодочным зигзагом и выполняя очередной поворот, Ямато оказался в удобном для американцев положении мишени. «Скейт» выстрелила 4 торпедами из кормовых аппаратов. Одна из них угодила линкору в правый борт, около кормовой башни главного калибра. Взрыв был настолько сильным, что японцы подумали, будто корабль получил 2, а не 1 попадание. Внутрь корпуса набралось почти 3000 тонн воды, погреб башни оказался затопленным. Повреждение оказалось не смертельным, но очень болезненным. «Скейт» подвергли атаке глубинными бомбами, но безрезультатно. Ямато вернулся на Трук, где его наскоро отремонтировали, и убыл в Японию на ремонт. Встав в сухой док, линкор подвергся не только ремонту, но и очередной модернизации. 2 бортовые 155 мм башни были заменены на 6 127 мм орудий. Вновь увеличено количество 25 мм зенитных автоматов, установлены новые радиолокаторы и аппаратура, фиксирующая радиоизлучение, являющиеся копией немецкого прибора Метокс. Весь комплекс работ был завершен к 18 марта 1944 года. Проведя плановые учения и приняв на борт войска и средства снабжения, 22 апреля 1944 года Ямато отправился на Филиппины. Разгрузившись в Маниле, линкор вскоре присоединился к другим японским кораблям, стоявшим в неприметной бухте Тави-Тави в море Сулу, недалеко от Сингапура. Трук после серии нанесенных по нему ударов уже не являлся безопасным местом базирования, и японский флот был рассредоточен на тыловых базах в относительной близости от месторождений нефти, что облегчало снабжение кораблей топливом. Вскоре в Тави-Тави прибыл и Мусаси, тоже плодотворно потрудившийся на ниве войсковых перевозок. Обоим кораблям удалось, наконец, побывать в полноценной боевой операции во время сражения в Филиппинском море в 20-х числах июня 1944 года. В составе ударного соединения в него кроме 2 суперлинкоров входили старые Конго и Харуна, 7 тяжелых крейсеров и 3 легких авианосца с неполными авиагруппами.
Ямато и Мусаси шли в 100 милях перед авианосцами адмирала Адзавы, фактически выполняя роль вкусной приманки для вражеской палубной авиации. Но американцы не клюнули на эту нехитрую уловку, их первоочередной задачей было потопление авианосцев. В этом сражении 19 июня 1944 года Ямато впервые применил свою артиллерию в боевой обстановке, обстреляв шрапнельными снарядами возвращающиеся японские истребители. 4 «Зеро» оказались поврежденными. Этим участие в операции и ограничилось. Потрепанный флот отошел на Окинаву, а потом в Японию. Ямато опять нарастили зенитное вооружение и, погрузив на него пехотный полк, отправили вновь на Окинаву. Совершив очередной транспортный рейс, Ямато и Мусаси ушли на тыловую якорную стоянку в бухте Линга возле Сингапура. Там оба корабля проводили время в интенсивной боевой подготовке и совместных стрельбах. Близилось сражение в заливе Лейте, крупнейшая морская битва Тихоокеанской кампании. Угроза потери Филиппин заставила японское командование вывести в море практически все боеспособные корабли. План операции все предусматривал по возможности скрытное приближение 3 эскадр, причем одна из них, авианосцы Адзавы, линкоры Хьюго и Исэй и другие, играла роль подсадной утки и должна была отвлечь на себя внимание американской палубной авиации. В это время первые и вторые диверсионные соединения адмиралов Куриты и Нисимура скрытно форсировали бы проливы Сан-Бернардино и Суригаа, атаковав скопившийся в заливе Лейте транспортный флот. Соединение Куриты, куда входили Ямато и Мусаси, являлось самым сильным. Всего 5 линкоров, 10 тяжелых, 2 легких крейсера и 15 эсминцев. Палубы линкоров перекрасили в черный цвет, чтобы снизить заметность при ночном прорыве. 18 октября 1944 года эскадра покинула свою тихую стоянку и направилась в Бруней, где под завязку заправилась топливом. 22 октября соединение направилось к Филиппинам, откуда собрат Ямато, Мусаси, уже не вернется. Неудачи начали преследовать диверсионное соединение с самого начала. 23 октября американская подводная лодка потопила флагман Куриты, тяжелый крейсер Атага, после чего тому пришлось перенести флаг на Ямато. Вскоре от торпед другой лодки был потерян тяжелый крейсер Майя. 24 октября за японцев уже серьезно взялась палубная авиация. Волна за волной американские торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики накатывали на соединение Куриты. Их встретила извергаемая из сотни стволов лавина огня, не помешавшая, впрочем, добиться ряда попаданий. Больше всего досталось Мусаси, получившему несколько торпед и бомб в свой огромный корпус. Из-за этого Курита приказал снизить общую скорость до 22 узлов. К началу 2 часа линкор был уже сильно поврежден, на нем ширились затопления, за кораблем тянулся след вытекающего мазута, и скорость снизилась до 8 узлов. При нем Курита оставил 2 эсминца, не имея возможности отвлекаться от основной боевой задачи. Зажаленный вражескими самолетами, Мусаси умирал медленно, но верно. В 15 часов 30 минут Курита все-таки повернул назад и приблизился к погибающему кораблю. Точное количество торпедных и бомбовых попаданий вызывает споры до сих пор, однако можно с уверенностью сказать, что и того, и другого линкор получил больше десятка. Дифферент на нос достигал уже критических 8 метров, крен на левый борт – 12 градусов. Вода затапливала машинное отделение, и вскоре корабль лишился хода. В 19 часов 15 минут поступила команда приготовиться оставить корабль, флаг был спущен, эвакуирован портрет императора. В 19:36 искалеченный, но дравшийся до последнего Мусаси отправился в последний путь на дно океана. Из экипажа эсминцами были подобраны 1380 человек. В произошедшем бою Ямато также получил повреждения, в него угодило не менее 5 бомб, он принял около 3000 тонн воды, но в целом сохранил боеспособность, поскольку внимание американской авиации было сконцентрировано на Мусаси. На следующее утро 460 миллиметровые орудия Ямато наконец открыли огонь по захваченным врасплох американским эскортным авианосцам и эсминцам у острова Самар. Дело в том, что на этом этапе японский план начал работать, часть сил противник бросил против авианосцев Адзавы с полупустыми ангарами, и старые линкоры, прикрывавшие высадку на остров Лейте, благополучно уничтожили вторую диверсионную эскадру Нисимуры в ходе ночного боя. Возле транспортов оставались только эскортные авианосцы и эсминцы. Американские пилоты докладывали начальству, что японские корабли или потоплены, или повреждены, и что они повернули назад.
На самом деле, оценив ситуацию и получив внушение от командования, Курита вернулся на прежний курс и утром столкнулся с группой эскортных авианосцев, 6 единиц, вместе с 3 эсминцами и 4 миноносцами. Надо отдать должное экипажам этих кораблей, они не растерялись под огнем противника, а развив максимальный ход, начали поднимать самолеты, на которые навешивалось все, что только попадалось под руку. Эсминцы поставили дымовую завесу. Начавшийся бой почему-то не имеющие полноценных сведений о противнике японцы трактовали как схватку с полноценным авианосным соединением, которое, как известно, не ходит без линейного прикрытия. Это и было одной из причин осторожности Куриты. После непродолжительного боя, потопив эскортный авианосец и 2 эсминца, адмирал приказал отступить. Он и понятия не имел, что группа небольших корабликов была единственной преградой между его эскадрой и толпой беззащитных транспортов. Так или иначе, первая диверсионная группа ушла, как и пришла, через пролив Сан-Бернардино. Сражение было вчистую проиграно, а японский флот перестал существовать как организованная боевая сила. Получивший повреждения, Ямато отправился в Японию залечивать раны. В ноябре 1944 года он прошел последнюю модернизацию. Обстановка на фронте все больше ухудшалась, воздушным налетам стали подвергаться уже непосредственно японские острова. Всю зиму 1944-1945 годов Ямато меняет стоянки и проводит учения. Какое применение найти огромному кораблю, командование имело смутные представления. Принять решение помогли американцы, начав операцию «Айсберг» – высадку на остров Окинаву. В конце марта линкор получил полный боезапас и был заправлен топливом. Его ощущался полнейший дефицит, и поэтому пришлось поскрести по сусекам. 3 апреля был озвучен приказ адмирала Тоеда. В составе специального ударного отряда легкий крейсер «Якаги» и 8 эсминцев на большой скорости выдвинуться к Окинаве, где нанести удар по транспортам и другим кораблям противника. Как это было осуществить в условиях полного господства противника, на море и в воздухе, не уточнялось. Фактически эскадра была смертником. Командующий специальным ударным отрядом, вице-адмирал Ито возражал против подобной затеи, полагая, что это бесполезная трата кораблей и ресурсов. Но приказ был утвержден на самом верху. Линкор принял 3400 тонн топлива, все, что смогли найти, с него на берег сошли матросы старшего возраста и больные, было демонтировано все дерево, даже стулья и столы. Вечером 5 апреля командир Ямато, капитан 1-го ранга Касаку Арига, собрал весь экипаж на палубе и зачитал приказ о походе. Ответом было оглушительное бонзай. 6 апреля в 15 часов 20 минут специальный ударный отряд покинул внутреннее море в сопровождении 3 эскортных кораблей, которые вскоре повернули назад. Воздушное прикрытие осуществляли 2 гидросамолета, это все, что могла выставить некогда могучая морская авиация. Американцы уже имели данные, что противник готовит вылазку к Окинаве. Японские корабли были к этому времени, вечер 6 февраля, обнаружены подводными лодками. По свидетельству выживших, настроение на борту линкора было и торжественным, и обреченным. Моряки молились в корабельном синтоистском храме, писали прощальные письма. Утром 7 апреля корабли были зафиксированы сначала палубными хелкитами, а потом и летающими лодками «Маринер». Стало ясно, что последний бой надвигается. В 11 часов 7 минут бортовой радар обнаружил большую группу самолетов в 60 милях от корабля. Боевая тревога была уже давно объявлена, экипаж находился на боевых постах. В 11:15 над эскадрой показалась первая группа хилкетов, начавшая описывать над ней круги. Ход был увеличен до 25 узлов. Вскоре за разведкой появились и основные силы атакующих. В ударе по японскому специальному отряду в общей сложности приняли участие 227 американских самолетов, в большинстве пикировщики и торпедоносцы. Первая волна из 150 самолетов была замечена невооруженным взглядом в 12:32, а в 12:34 стволы зениток извергли первую порцию стали и огня. Вскоре произошли первые попадания бронебойных помп, были повреждены палубные надстройки и уничтожено несколько 127 мм орудий. В 12:43 «Венджеры» с авианосца «Хорнет» смогли всадить одну торпеду в левый борт. Едва первая волна, отработав, удалилась, в 13 часов за ней последовало еще 50 самолетов, в основном пикировщики. Передышки японцам не давали. На этот раз атаки осуществлялись с разных направлений. Самолеты обрабатывали палубу и надстройки из пулеметов, мешая вести прицельный огонь расчетам зениток.
Последовали новые попадания бомбами, расчет был на ослабление обороны корабля. Третья волна не заставила себя долго ждать, она появилась в 13 часов 33 минуты. Сначала 3, а в 13 часов 44 минуты еще 2 торпеды поразили Ямато в левый борт. Были затоплены 2 котельных отделения, вспомогательный руль, корабли типа Ямато имели 2 руля, был заклинен в положении право на борт. Несколько тысяч тонн воды попало внутрь, создав крен до 7 градусов. Контрзатоплением удалось пока что это выправить. Скорость линкора снизилась до 18 узлов, централизованной системы управления огнем уже не было. В 13 часов 45 минут началась последняя атака, в ходе которой в корабль угодило еще как минимум 4 торпеды и несколько бомб. Зенитный огонь Ямато начал слабеть. В 14 часов 5 минут от торпедных попаданий затонул легкий крейсер Яхаги. Скорость Ямато упала до 12 узлов, в 14 часов 17 минут очередная торпеда вызвала затопление уже всех оставшихся котельных отделений. Погибающая, но не бросившая своих постов служба борьбы за живучесть, сообщила на охваченный пламенем мостик, что уже не может контролировать затопление корабля. Ямато потерял ход, крен достиг 16-17 градусов. Положение корабля было безнадежным. Один за другим выходили из строя узлы оборудования, не работала связь, центральная часть корабля была охвачена огнем. В боевой рубке, сохраняя самурайское спокойствие, сидел адмирал Ита, не произнесший с начала боя ни одного слова, предоставив командиру корабля Ориге руководить сражением. Выслушав доклад старшего офицера, Орига сообщил командующему, что считает необходимым оставить корабль. Ита не возражал. Экипаж начал концентрироваться на палубе и бросаться за борт. Ямато стал медленно валиться на борт. Когда крен достиг 80 градусов, произошел колоссальных размеров взрыв, его отблеск видели даже на американских кораблях возле Окинавы. Пламя взметнулось на 2 километра. Сдетонировали погреба главного калибра. В 14 часов 23 минуты самый большой в мире линкор окончил свою боевую карьеру. На нем погибли 3061 человек, включая вице-адмирала Ита и командира линкора. Из воды подняли 269 человек. Был потоплен легкий крейсер и 4 эсминца. Американцы лишились 10 самолетов, на которых погибли 12 человек, такова была цена за потопление целого отряда кораблей. Официально из состава флота Ямато и Мусаси исключили 12 августа 1945 года. 1 августа 1985 года глубоководный аппарат Пайзис-3 Международной исследовательской экспедиции обнаружил останки линкора в Восточно-Китайском море на глубине 450 метров. В начале 2000-х годов японцы сняли красочный и реалистичный, не чуждый натурализма, художественный фильм «Ямато», для которого был специально изготовлен 190-метровый макет носовой части линкора в натуральную величину. После окончания съемок перед демонтажом он был открыт на некоторое время для посетителей. Ямато до сих пор остается самым большим из когда-либо построенных линейных кораблей. Вот такой был легендарный линкор Ямато. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик.